Привет всем, это Форест и продолжение прохождения модификации о возвращении в зону. Друзья, если вы первый раз на моем канале, то подписывайтесь же скорее, потому как на моем канале очень много разнообразных прохождений, модификаций и другого разного дополнительного контента по всем частям игры Stalker. И не забудьте, пожалуйста, нажать палец вверх, то есть поставить лайк и перекрасьте эту красную чертову кнопку подписаться в серую, чтобы она там не светилась. Ну а я продолжу наш путь в модификации возвращения в зону. Здесь у нас находимся уже на локации Затон. Перешли мы, просто там уже на кладбище техники делать нечего, поэтому я перешел сюда. А вы знали, что у меня теперь есть канал в Boosty, на котором я постоянно буду публиковать разного вида контент, как бесплатный, так и по платной подписке. Благодаря платной подписке вы сможете меня еще больше мотивировать на создание уникального контента, тем самым поддерживая канал. Это также даст возможность узнавать о выходе новых материалах первыми. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Ну и приятного просмотра, погнали! Тут у нас бюреры разбушевались. И хотелось бы напомнить, что все сохранения по прохождению модификации и по этой я выкладываю в группе ВКонтакте. Ну а ссылку вы можете наблюдать на экране, и также все ссылки есть в описании, в том числе и на донат и так далее. В общем, там много всего полезного, обязательно тоже заглядывайте, пишите комментарии, поднимайте активность, помогайте, друзья. И я обязательно вас в будущем порадую контентом. Есть у нас здесь задание «Новый поворот», разведка. Нашей группе удалось преодолеть часть пути к окрестностям Юпитера, но капитан велел мне осуществить разведку в лагерь местных сталкеров, чтобы собрать информацию об обстановке и о том, не видел ли кто Константина. Так, здесь у нас, кстати, как я и думал, когда я только здесь проходил и встретил бюреров, подумал, ну, окей, бюреры, значит, где-то рядом тайник. Ну и, конечно же, он есть тут. Вот ведь подфартило. Он еще и заминирован, а сейчас, кстати, нет. Ну и получили мы, получается, короче, медикаменты и другую всякую мелочевку, которая нам тоже пригодится. Так, посмотрим, что у нас здесь, и пойдем, скорее всего, по другим заданиям. Здесь, кстати, есть транспорт, и кое-что я еще здесь нашел на этом лесничестве. Здесь есть второй этаж, возможно, еще кто-то здесь есть, я не проверял пока что. Так, тут у нас вот такой вот транспорт, который, наверное, надо опять же починить. Да, он без колес, без ничего. Здесь есть комната, которая заперта. И вот мне интересно стало, что же там. И кое-что я здесь еще нашел на этой локации. Вот это вот, наверное, да, дополнительные задания. Туда сейчас мы пока что сходим, потом пойдем уже по основному сюжетному заданию, новый поворот. И заодно выполним, наверное, еще вот это дополнительное задание. Еще тут есть какое-то вот крутится дополнительное задание у аномалии Соснодуб. Такой вот у меня план действий по этой локации. Ну и заодно... Так, а это у нас где? Это у нас что за локация? Окрестности Затона. Ага, это интересно. Возможно, и туда сходим в этой серии. Посмотрим, не знаю, как будет по продолжительности видео. Посмотрим. Так, короче, я иду, значит, как это место называется, забыл. Тут, короче, тушканы. Бегу, и тут бац, наемники. Говорят, за работу. Хотят, походу, что-то хотят. Там еще вон чуваки какие-то за ним идут. Что за приколы, эй? Чубрила. Вот. Черт, а. Все меня пытаются замочить. Вали. Черт. Побери. Вот влип. Так. С этими все. Что за нервные чуваки, а? Где они?
Лежишь, падла. Твою ж мать, а? Что же за ублюдки-то такие, а? Тебе и надо, курва. Нифига себе. Не понял нафиг. Что за Воу. чуваки? Непонятные. Мародер. Ага. Мародер шестерка. А ну-ка. Давай-ка. Колесать, выходи. Ага. Мародер шныри. Шныри, значит. Ладно. Будем знать, что тут такие шныри обитают. Так, идем сейчас вот сюда вот. Я туда направлялся, но вот опять встретил вот таких вот, точнее, не опять, а ну пока что до этого такого не было. Вот встретил упырей. Так, ну что, мы приближаемся к месту действия, месту происшествия. Короче, тут у них какие-то разборки. Что-то случилось, не знаю, что-то, наверное, не поделили. Вмешаться в конфликт или уйти. Похоже, эти двое не поделили хабар. Ты покойник! Мужик, я тебя достану! Кранты тебе! Мужик, ты не мельтеши, а? Тут дело важное. А что случилось-то? Друг мой Клим сдурел совсем. Я его к нычке своей привел. Хотел хабаром долг вернуть, а он увидел, что там лежит. Ствол на меня наставил и грабить хочет. А не врешь ли ты, уважаемый? Я сталкер честный. Кого хочешь, спроси. Любой подтвердит. Ну ладно. Так, посмотрим, что второй скажет. Чё уставился? Не мешай. Не кипятись, мужик. Лучше скажи, что здесь произошло. Не видишь, что ли? Мой приятель меня убить задумал. Вместе в зону пришли. Последнюю пайку делили. А он... что не поделили-то? Я нычку с хабаром нашел. Вон в том сейфе. А он вдруг заявляет, это же мой собственный схрон, я его раньше сделал. Оборзел в край. Жадность до добра не доводит, особенно в зоне. Какая нафиг жадность, это мое имущество. Понимаю. Попробовать разрешить конфликт. Эй, сталкер, на пару слов. Можно тебя? Забей на этот сейф, что там ценного. Это уже угроза. Забей на этот сейф. Что там ценного-то? Ты что? Я этот хабар тебе на лучшую жизнь собирал. И семье своей тоже. А если я заплачу тебе, почему бы и нет? Давай 30 тысяч, и я умываю руки. Не пойдет. Похоже, кто-то врет. Тебе крышка! Ты покойник! Послушай, приятель, есть важное дело. Забей на этот сейф. Что там ценного? А мой хабар, который я собирал месяцами. А если я заплачу тебе? Интересное предложение. Что ж, за 25 тысяч я готов расстаться с ним. Блин, один. И один, и второй. Интересно, интересно. Но давай сначала согласимся с этим Климом, потому как он предлагает меньше. Сам, причем предлагает. Ну, держи деньги. Ты тебе! Так. Это ты что такое делаешь? Не понял. Что произошло? Я смотрю, до нычки своей ты добрался. Добрался. Но какой ценой? Вроде и кровью нажитое добро не пропало, а на душе как-то гадко. Короче, надо мне выпить. Если нужно будет, встретимся на Шевченко. Вот твоя награда. Кстати, ты кто сам? Ну давай пойдем пока что по мирному пути. Максимально мирному. Окей, зови меня сталкером и все. 5000! Ты мне 20к должен. Знаешь что? Самый простой вариант вообще завалить их обоих и взять все себе. Потому как я один раз уже подходил, пока они там угрожали друг другу, взламывал, открывал, не успел совсем открыть, меня, конечно, завалили. Но по сути можно открыть из них. Ну, можно посмотреть, что у него сейчас. Он говорит на Шевченко, да? Ну ладно. Возможно, у него найдется что-то интересное для меня. Посмотрим, насколько это интересно, а купить ли эти 20 тысяч. Который ушел, значит, я ему, получается, отдал эти 25 тысяч. А тот, кто остался, он просил 30. Ну, значит, там, скорее всего, самое ценное это артефакт, я так полагаю, какой-то ценный. Ну и может что-то там из обычного стандартного хабара. Короче, посмотрим, надо еще починить комбез, не знаю, что там еще, посмотрим, как получится. Ну и напоминаю, друзья, что, как вы видите, на экране есть ссылочки на Бусти, группу ВКонтакте
Также они есть в описании к данному видео. Так что добавляйтесь, подписывайтесь. Тут стоит комар. Вот и новый человек в нашем лагере. Подсаживайся к костру, расскажи, зачем пришел. Я путешествую по зоне, ищу хабар, чтобы покрыть долги. Дома оставшиеся. Должник, значит, понимаю. Сейчас за периметром жизни не та, что лет 5 назад. В первый раз в зону притопал? Нет, не первый. Ясно. А я здесь уже лет 5. Старожил, так сказать. 5 лет зону топтать — это немало. Что тебя здесь держит? То же, что и других сталкеров из этого лагеря. Штурмана, Шубина, Рогова. Вроде бы и опыт есть, и хабар накопленный, и трудности пройдены, а уходить и не хочется. Даже сейчас, когда сталкерство на Затоне по сути загибается. Понимаю. Ты Скадовск помнишь? Был там хоть раз? Да, был там однажды. Классно там было, правда? Атмосфера какая-то была, да? Дружественная, что ли? Бандиты со сталкерами на одной территории терлись, и никто никому не мешал, а сейчас даже вон бандиты и не те. Раньше-то хоть ограбить пытались, теперь просто стреляют без предупреждения. Сталкеры-ветераны известные разбежались кто куда. Борода вообще как в воду канул. А Шевченко? Из него второго Скадовска не получится. Безнадега, короче. Что было, того не вернуть. Ой, антидот дал. Ну, бывай. Ветеран. Привет, ты техник? Какой там нафиг техник? Просто жестянщик, в смысле? Ну, сижу и стучу молотком по металлу целый день. Латаю это ветхое судно, чтобы не затонуло. Шутить изволите? Типа того. Ладно, проехали. Сам знаешь, шутник из меня еще тот. Что там у тебя? Ствол заклинило или ПДА глюканул? Все починю, все задраю. Все перепрошью и переустановлю за скромное вознаграждение. Справедливо. Ты не встречал этого человека? Показать вот Константина? Нет, такого человека не видел. Пьешь? Не, как так? Механики не пьет? А я закодировался перед походом в зону. Это еще зачем? А из запоев не вылезал, пока за периметром жил. А чтоб здесь совсем не спиться, я решил завязать. Сходил к специалистам, ну и что, не хочется? Хочется, конечно, но... ты чего... Так чего же ты? Понимаешь, какое дело? В общем, стал использовать другие методы расслабона. Более эффективные. Все ясно. Да, яснее некуда. Так, отдачу может... О, бесплатно? Серьезно, бесплатный техник? Ни хрена ж себя, это вообще что-то пусто. Так, ну запчасти нужно только. Интересно. Ну, этот у меня убитый в хлам, но он все равно работает как новенький. Это, кстати, странно. Это только с Сайгой бывает такое, наверное. Уже, кстати, не первый мод, в котором вот так вот такая же фигня с Сайгой этой. Эй, ты чего здесь делаешь, салага? Не понял, что за обращение. Обращение такое, какое полагается. Так, ну, короче, мы с ним уже болтали. Странный чувак. Так точно, товарищ, временно исполняющий обязанности капитана. Местный чудик. Типа начальника из себя строит. Эй, сталкер, куда это ты намылился? Сюда вход запрещен. А почему? Не видишь, что на табличке написано «Лазарет». Там сидят сталкеры на карантине, заболевшие мутировавшим вирусом АРВ-25. Штука смертельная и неизученная. А ты, заразившись от них, можешь стать переносчиком, так что не лезь. Ну хорошо, а если я защиту надену, противогаз там или повязку на какую? Все равно нельзя. Шлемы, противогазы, химзащита — это все от радиации и кислот. Они не рассчитаны на бактериологическую защиту. Жаль. Да, сейчас пока туда лучше не заходить, действительно. Добрый день. Вы ученый? Приветствую вас, да, я микробиолог, меня зовут Арбузов Игорь Викторович. А вас? Просто путешественник, скоро уйду, вот решил заглянуть на огонек. Ну что ж, товарищ, путешественник. При всем уважении, но вынужден сказать, что вы выбрали не самое удачное время для подобного визита. У нас тут, как бы точнее сказать, пандемия, потому задерживаться не советую. Уж извините за бесцеремонность. Ничего, все нормально. А что за пандемия-то? Эпидемия? Да, можно применить и такой термин. Речь идет о мутировавшем штамме АРВ-25. Местные называют это также зоновирус. Он передается воздушно-капельным путем и вызывает сильную интоксикацию организма. Заболевание чревато летальным исходом в 70% случаев. Это очень высокий показатель. Кстати, как ваше самочувствие? Голова не болит? Кашель не мучает? Не жалуюсь. Откуда же эта зараза взялась-то? Сейчас я и мой ассистент работаем над этим вопросом. У меня есть несколько теорий, но основная — это мутация сибирской язвы Bacillus anthracis.
Антрактис в новую легочную форму. Симптомы: кашель, головная боль, пониженное артериальное давление, рвота. Что касается нас, то мы здесь с чисто добровольческой миссией. Нас никто не финансирует и не охраняет, кроме этих вот сталкеров под руководством штурмана. В некотором смысле мы волонтеры. Много сталкеров заболело. В данный момент заболевших всего 3. Но еще до нашего прибытия местные похоронили еще 3 с подобными симптомами. Мы как могли оградили заболевших от остальных жителей лагеря и пытаемся не допустить распространения болезней, применяя карантинные меры. Также я пытаюсь подобрать какие-то более-менее действенные препараты из того набора, что у меня есть. Это все, на что мы способны. А средства защиты? Если вы имеете в виду костюмы и маски, то вряд ли они вас защитят. Для полноценной защиты необходимы специальные костюмы. Даже те комбинезоны, что надеты на вас с ассистентом, не гарантируют безопасности. Хорошо, а почему вы не уйдете из лагеря? Ведь разумнее всего было бы устроить карантин не в лагере сталкеров, а за его пределами. Разумеется, но есть проблема. В последнее время здесь много мутантов, и они ведут себя очень агрессивно, атакуя людей. Только здесь, под защитой сталкеров, мы можем быть в безопасности. Спасибо штурману, что не выгнал нас с этого корабля. Хотя, сказать честно, он тот еще тип. Увидите сами. Что ж, дело серьезное. Желаю силы и удачи. Как дела, Игорь Викторович? Как вы думаете, эпидемия АРВ-25 может быть связана с большой волной мутантов? Эта внезапная массовая миграция здешней фауны вряд ли могла спровоцировать ее. Бациллус антрактис не передается от животных к человеку при контакте, а вот при потреблении в пищу зараженного мяса передается. Но не слышал, чтобы местные жители ели мясо мутантов с провизией. Здесь всегда дела обстояли сносно. Зная местных жителей, этому можно не удивляться. Как самочувствие заболевших? Пока что неплохо, но у одного из них вчера был приступ удушья. Скорее всего, придется ввести ему более сильные антибиотики. Нужна ли вам помощь? Да, отправляясь сюда, я взял с собой запас медикаментов, но он уже почти исчерпан. Я знаю, что у местного населения есть полевые наборы и различные стимуляторы, но они не подходят мне. Вместе с тем, я узнал, что одна из местных банд мародеров завладела набором медицинских препаратов, ограбив один из складов за периметром. Возможно, вам удастся завладеть им. Дело опасное, но я заплачу вам наперед. Что скажете? И где же они прячутся? Вот здесь я помечу на карте. По моим данным, численность мародеров от 3 до 5 человек. Вам лучше взять с собой кого-то в помощь. Берегите себя. Спасибо. Найти лагерь бандитов. Всего хорошего. Водка зависимость никто не отменял, блин.